Привет, дорогие друзья! Сегодня в электродуховке я делаю ватрушки. И на столе все, что понадобится для приготовления. Отдельно вот здесь стоят продукты для начинки. А здесь у меня для теста продукты. Значит, молоко теплое, 35-40 градусов. Высыпаем пачку дрожжей. Можно чуть меньше пачки, но я предпочитаю пачку. Тут 11 грамм. Добавляем сахар. Добавляем ванильный сахар. Все это перемешиваем. Дрожжи с молоком перемешали, отставили в стороночку. В другую емкость, где будем замешивать тесто, просеиваем муку. В муку добавляем немного соли, буквально щепоточку. Муку просеиваем не всю, возможно, ее понадобится или больше, или меньше. По ходу замешивания теста мы это поймем. Теплое молоко с дрожжами и сахаром выливаем в муку. Делаем постепенно это. И начинаем замешивать эластичное тесто. Так, дальше мы добавляем растительное масло и растопленное сливочное масло. И опять же замешиваем тесто. Опять добавляем муки. Так, тесто вот должно такое мягкое получиться. Мы смазываем растительным маслом эту же мисочку. Загружаем тесто в мисочку, накрываем чистым полотенцем и ставим на час-полтора, чтобы оно увеличилось в объеме, поднялось. Так, у меня здесь сырковая масса, то есть уже сладкая, 300 грамм. Вот, сюда мы добавляем столовую ложку сметаны, можно даже 2. У меня остатки, поэтому я добавляю столовую ложку. Добавляем яичный белок и манку. И все это перемешиваем и оставляем до тех пор, пока тесто не поднимется. Тут манка как раз набухнет, то есть все будет готово. За 1,5 часа тесто увеличилось вдвое. Рабочую поверхность хорошо смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто и обминаем его. Тесто разделили на 12 частей, скатываем из каждой части шарик и укладываем на противень. Так, будущие ватрушки лежат на противне. Значит, закрываем их сейчас пищевой пленкой или полотенцем. И пока разогревается духовка, они вот в таком положении у нас тесто растаивается. Сейчас сделаем смазку для этих ватрушек. То есть в желток добавляем столовую ложку молока. Немножко совсем растительного масла, ну тоже где-то чайную ложку. Все это вилочкой перемешали. И этим смазываем будущие ватрушки. Так, смазали, опыляем стаканчик мукой, делаем вот такой вот кружочек. И укладываем творожную массу. Ну и так проделываем со всеми ватрушками. Так, творожную массу тоже сверху смазываем. Так, ватрушки стоят на средней полочке. Вверх-вниз конвекция. 180 градусов. И 25 минут готовки. Смотрите по технике, может быть меньше. Прошло ровно 25 минут. И я вот уже выложила ватрушки на решеточку. Остывать им лучше на решетке. Пусть остывают прямо на пергаменте. В этом ничего страшного. Вот. И остывать они должны на решетке. Ну, ватрушки еще не совсем, правда, остыли, но уже вполне их можно разломить и показать, какое тесто. Воздушное, очень мягкое. Все несложно. На этом все. Пока-пока. Приятного аппетита.